Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня по вашим просьбам я хочу показать построение вот этой блузочки. Подробное описание и примерка на мне есть в отдельном видео. Ссылочку на него вы найдете в моем бесплатном телеграм-канале «Швейная продленка». Ссылочку на телеграм-канал вы найдете под этим видео. Но несмотря на то, что есть отдельное видео с подробным описанием, я хочу немножко рассказать об этой блузочке, что в ней интересного и какие здесь есть изюминки. Начнем с того, что это цельнокроенное плечо, то есть рукавчик коротенький, у меня просто было немного ткани, коротенький рукавчик, по низу рукава пришита еще оборочка и сделано 3 пары встречных складок. Что еще? По линии талии самой блузки по переду и по спинке имеются также встречные складочки, которые слегка припарены, чтобы они не топорщились, и не заутюжены, а именно припарены, чтобы они легли так, как нужно. Значит, 3 складочки встречные, 3 пары получается на спинке и 3 пары на полочке. Еще здесь есть одна такая изюминка, ну, наверное, может быть не изюминка, а просто вот я решила сделать так, чтобы был перепад длины. По переду чуть короче, по низу, то есть по спинке чуть длиннее. Еще одна изюминка, это то, что есть вставочка по боковой линии. Это не для того, чтобы не из-за того, что у меня было мало ткани, а просто я решила так сделать. Почему? Потому что если бы я вот здесь просто вот так вырезала и сшила, то у меня этот уголочек бы торчал просто некрасиво, потому что, ну, мне так показалось, потому что когда я вырезала, сколола это место, вот эти боковые швы, и примерила на себя, мне показалось, что здесь, ну, не очень красиво. Поэтому я решила сделать вставочку. Вставочка у меня, сейчас скажу точно, 6 сантиметров в готовом виде, то есть, ну, естественно, получается уже со швом 6 сантиметров, и получилась вот такая вот блузочка. Если вы хотите увидеть эту блузку на мне, то есть это костюм брючный, брючки по верхней части облегающие по бедрам, а внизу они совершенно прямые, то есть не расклешенные, не зауженные, а совершенно прямые длинные брючки. Очень, кстати, классно смотрится костюм, советую посмотреть. Значит, давайте начнем. Ну, я сейчас не буду рассказывать, как снимать мерки, потому что если вы смотрите мой канал, то вы знаете, как это делать. Если вы не знаете, подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал. Там есть навигатор по каналу, и в навигаторе есть снятие мерок, базовые выкройки, то есть там куча всего-всего интересного. Подписывайтесь, не пожалеете. Итак, давайте начнем. Для начала, ну, я буду показывать на бумаге. Кстати, краила я сразу на ткани, это возможно. Но я буду показывать на бумаге и буду показывать более подробно, чем краила я. Для таких людей, которые, ну, допустим, для новичков, да, значит, на бумаге. Я откладываю для удобства от верха, ну, примерно сантиметров 5-6. И прокладываю вспомогательную линию. От края с этой стороны я тоже откладываю примерно 4-5 сантиметров, ну, кому как удобно. И тоже провожу прямую линию. Как всегда, у меня маркер на исходе. Будем пробовать другим. Значит, это мы просто сделали для удобства. С этих линий мы с вами начнем. Допустим, вот здесь у нас сгиб ткани, потому что у меня нет швов ни по спинке, ни по переду. А здесь у нас будет срез. Конечно же, если у вас ткань, то вы должны выровнять четко этот срез. Выровнять и сложить ровненько. Теперь вот эту точку мы назовем точкой 0. Далее от точки 0 я откладываю 2,5 сантиметра. 2,5. Для такой блузочки, тем более из трикотажной, которая очень легко тянется в обе стороны, вполне подойдет 2,5 сантиметра. 3 можно даже вполне отложить. Далее. Обратите внимание, у меня достаточно широкая горловина, поэтому от точки 0 я откладываю 10 сантиметров. Именно 10 сантиметров я откладывала для этой блузочки. Далее. Эти две точки, 10 и 2,5, я вот так прорисовываю плавной линией. То есть это у меня получается горловина по спинке, росток. Теперь от точки 10 вниз я откладываю ровно глубину проймы. Глубина проймы у меня 20 сантиметров. Для контроля отложу сюда еще 20 сантиметров и проведу
пунктирную линию, потому что эта линия у меня вспомогательная. Что касается ширины сложения, кстати, ткань у меня была сложена в 4 сложения, и ширина сложения у меня была всего 32 сантиметра. Значит, я откладываю от этой линии, я откладываю 32 сантиметра, возможно, у вас будет больше. Вот у меня такая была тканька, 32 сантиметра. То есть это у меня был остаток. Я сейчас тоже вот так прорисовываю пунктирной линией, то есть определяюсь, да, с шириной своего сложения, чтобы вам было понятно, чтобы и мне было удобно. Далее, смотрите, от точки 0 я откладываю половину ширины плеч. Не путайте ни одно плечо, а именно ширину плеч. У меня это 19 сантиметров. Здесь я не делаю никаких прибавок. То есть 19 сантиметров. И теперь от этих 19 сантиметров вниз я откладываю 2,5 для всех размеров. Если ткань трикотажная, то есть тянется в обе стороны, то для всех размеров 2,5 сантиметра будет нормально. Значит, смотрите, точку 10, у меня здесь точка 10, и вот эти 2,5 я соединяю, вот они 2,5, и от точки 2,5 я уже пунктирной линией веду вот сюда, то есть опять же это вспомогательная линия, можно ее оставить вот так вот прямой, но я откладывала от этой точки, вот от пересечения, откладывала вниз 2 сантиметра. И теперь соединяю 2 и 2,5, то есть вот оно мое плечо получается. Такое вот слегка закругленное, плавное. Теперь мы берем угольник или обычный лист бумаги А4, от точки 2, вот так вот, ну примерно 1-1,5 сантиметра должен быть прямой угол. Далее я эту точку, то есть вот эту вот линию, да, я продляю, но уже так плавненько. Видите, то есть если приложим линеечку, она у меня уходит в сторону. Вот здесь начинается под прямым углом. И дальше идет плавненько вниз. От этой линии вниз можно еще добавить 1 сантиметр. То есть вот эту линию мы с вами прорисовываем. Это у нас будет пройма. Прорисовываем и ниже линии глубины проймы на 1 сантиметр. Ну, примерно 1, можно 1,5. Теперь от точки 10 вниз я откладываю длину спинки до талии плюс 1 сантиметр. Длина спинки до талии я измеряю от высшей точки плеча и до линии талии. Поэтому я беру от точки 10. Если вы откладываете, то есть если вы измеряете от 7-го шейного позвонка, вы измеряете от точки 2,5 вниз. Понятно, да? У меня спинка 37 сантиметров, я прибавляю 1 сантиметр, потому что здесь будет шов. Так, прорисовываю линию талии. Так, линию талии мы с вами прорисовали. Теперь от линии талии вниз мы с вами определяемся, какой длины у нас будет блузка. Либо от высшей точки плеча. То есть мы сейчас измеряемся от высшей точки плеча, измеряем, какой длины вы хотите, либо от линии талии, какую длину вы хотите. То есть это уже как вам удобно, да? Значит, у меня от линии талии блузочка была по переду 24 сантиметра. Провожу линию 24 сантиметра. Теперь мы с вами измеряем обхват груди. Я прибавляла 4 сантиметра и делила на 4. У меня получается 26 сантиметров. Вот от этой линии я откладываю 26 сантиметров, ставлю точку. По линии талии также я откладываю 26 сантиметров, но здесь я еще убирала 2,5 сантиметра. Можно убрать 1,5, можно убрать 3. Это зависит от вашей талии, то есть от разницы между обхватом груди и обхватом талии. Но я откладывала 2,5 сантиметра. Так, соединяю вот эту точку 26 и 2,5. Соединяю. Пока прямой, вот так я сделаю пунктирной. Теперь от точки 2,5 мы с вами должны прорисовать линию бока. То есть она у нас должна пойти как трапецией. Но мне нужно вот у меня длина от линии талии до низа 24 сантиметра. Чтобы прорисовать боковую линию, мне нужно отнять 1-2 сантиметра. Это зависит от того, насколько у вас уходит в бок. Смотрите, вот у меня получается вот так прямой угол, да, и вот примерно
пополам его делим. И вот это получается будет у нас косая линия. Вот она. Вот если у вас будет ваша трапеция по косой, смело убирайте 2 сантиметра. У меня получается эта косая линия, вот этот острый угол делится примерно еще пополам. Вот она моя линия, да. И поэтому я убираю всего лишь 1,5 сантиметра. И мне нужно отложить от точки 2,5 до линии вот этой вот края сгиба моего, края ткани. 22,5 сантиметра. Теперь мне просто эту точку плавненько вывести вот так вот к низу. И соединить пока, опять же, пунктирной линией точку 2,5 и 22,5. 21,5, я уже не помню. 22,5. А теперь мне нужно сделать эту линию бока более плавненькой и, конечно же, с учетом рукава. Вот здесь мы опять же прорисовываем прямой угол. Далее я делаю вот такую плавную линию до линии бока. И теперь я чуть-чуть, видите, ее вывожу так, чтобы она вот здесь у меня была более плавненькой. И точно так же здесь. Я делаю не прямую, а чуть-чуть, прям слегка, на максимум на полмиллиметра, ой, на полсантиметра, вот так ухожу в сторону. Но опять же у меня очень жирный фломастер, здесь вы прорисуете карандашиком, потом все четко прорисуете. Здесь мне тоже хочется немножечко вот так сгладить, прям сгладить. Вот так. Ну и теперь переходим к нашим выточкам. Выточкам по полочке и по спинке. Кстати, что хотела сказать по поводу выточек. Их можно сделать более близко друг к другу, да, вот так. То есть вот они, 3 выточки. Между выточками может быть 3-4 сантиметра. У меня между выточками сантиметров 8, по-моему, или даже больше. Ровно 10. 10 сантиметров между выточками. Их можно, да, их можно заложить более близко. Точно так же и по спинке можно сделать более близко. Это вы как хотите. Кстати, одна складка у меня состоит из 2 встречных. И каждая из них по 1 сантиметру. Но в развороте каждая 2 сантиметра. Ну, понятно, да, что если мы с вами берем вот так складочку, допустим, 1 сантиметр вот так закладываем. Вот я делаю надсечку, разворачиваем, и получается, что 2 сантиметра у нас прячется в складку. 2 сантиметра складка. Поэтому мы с вами берем, у меня одна по центру идет, также по спинке и по полочке. Значит, мы берем с вами 2 сантиметра от центра спинки. 2 сантиметра. Это у нас будет складка. И, конечно же, 2 сантиметра уйдет на другую сторону. То есть, получается, здесь у нас будет защип. И с другой стороны. Далее. У меня разница 10 сантиметров, но вы можете взять 3, 5, 6 сантиметров, неважно. Ну, допустим, давайте возьмем 7 сантиметров, между складками 7 сантиметров. Далее, одна складка и вторая складка встречная по 2 сантиметра, 2 и 2. Вот так. Теперь мы с вами должны измерить линию талии, вернее то, что от него осталось после того, как мы заложили выточки. И, конечно же, сравнить с нашей фактической талией и определиться, либо получилось слишком много, либо получилось слишком мало. И за счет этого мы с вами можем либо уменьшить, либо прибавить, увеличить выточки. Да? Значит, от точки 2,5 до выточки я измеряю, у меня получается 10,5. Дальше я миную выточку и измеряю дальше до следующей выточки, у меня получилось 17,5. То есть, если я умножаю 17,5 на 4, у меня получается ровно 70. Прибавляю 12 сантиметров, то есть по 6 с каждой стороны, прибавляю 12 сантиметров, и у меня получается 82. Сегодня по факту у меня обхват талии 78 сантиметров. Разница составляет 4 сантиметра. Для меня это вполне нормально. Тем более у меня ткань эластичная, и я себя чувствую в этой блузке прям замечательно. Поэтому я оставляю так. Если вам показалось слишком много у вас свободы, допустим 10 сантиметров, то вы делаете просто выточки чуть больше. Ну, например, не 2 сантиметра, 2,5 или 3. Да? Если вам показалось, что слишком мало вам для вашей свободы по талии, то тогда вы просто уменьшаете ваши выточки. Ну, допустим, не 2 сантиметра, а 1,5, да, ну, то есть 0,7 у вас получится выточка, тоже, в принципе, нормально. Либо добавьте вот сюда по
не 2,5, вот у меня 2,5, а вы, допустим, 2 уберите, да, или 1,5. То есть это уже тоже зависит от вашей талии. Что касается полочки, будем, я просто возьму другой маркер. У меня разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии 6 сантиметров по факту. Обычно, чтобы сделать баланс, я беру 1/3 на плечевой баланс, то есть вот сюда я откладываю 2 сантиметра и 2 сантиметра вниз. То есть для того, чтобы баланс был, да, 2 сантиметра как бы оставляю на погрешность. Я надеюсь, понятно. В этот раз за счет того, что ткань у меня эластичная в обе стороны, да, и эластичная также и по длине, я прибавила не 2 сантиметра, а 1,5. Я надеюсь, вам понятно, и вы будете просто на эти цифры ориентироваться и ставить свои цифры. Значит, от точки 10 вверх я откладываю 1,5. Далее, от точки 2,5, вот горловина моя, вниз я откладывала 6 сантиметров, но, смотрите, здесь можно и 5, и 4, то есть достаточно такая широкая горловина, и если вы не хотите глубокую, то можно сделать вот такую лодочку, да, вполне будет нормально. Но я откладывала 6 сантиметров. Соединяю точку 1,5 через точку 10, и вот так плавненько-плавненько к точке 6. То есть мы прорисовали горловину по полочке. Теперь точку 1,5 я соединяю вот с этой точкой 2 прямой линией. Совершенно прямой, ничего здесь не меняю. Что касается верха, все готово. Теперь к низу. Я сделала перепад длины, но опять же этот перепад может быть прям совершенно разный. Вы можете взять там разницу на 3 сантиметра, вы можете взять разницу на 10 сантиметров, вы можете вообще сделать какой-то шлейф, да? Ну, то есть вот от этой точки вниз, допустим, вот 8 сантиметров. Допустим, 8. Вот она, пожалуйста. И также я сюда уже веду плавные линии, немножко скосила, вот так. Вот, в принципе, все. Вот это будет спинка. Вот это будет спинка. Жирно-жирно прорисовываю спинку. А вот это уже будет полочка. Я рядом нарисую красным фломастером, чтобы было понятно. Вот это уже будет полочка. То есть полочка, понятно, красным здесь, и полочка вот она. А вот эта, которая длиннее, у нас уже будет спинка. И вот она, спинка идет. Я думаю, что все понятно с этим. И что касается вот этой детали, которая вставочка, да, здесь, смотрите, здесь зависит от того, какой ширины у вас будет вставка на рукаве. Вот эта вот оборочка. У меня эта оборочка получилась 12-11. Ну вот у меня получилось 11 сантиметров. Ну, допустим. Кстати, мы тоже здесь считаем. Мы считаем, во-первых, вот эту линию. Нашу пройму. У меня здесь 14 сантиметров. У меня умножаем на 2. Получаем 28. То есть 28. Мы должны прибавить наши складки. У меня здесь складки 3 штуки, опять же 3 парные встречные складки, но здесь они у меня не 1 сантиметр, а 1,5. То есть мы считаем, здесь 3 на каждую складку, это 6 сантиметров, 6 умножаем на 3, получается 18, мы прибавляем 18 и получаем 46 сантиметров. Ну, то есть получается у нас полосочка для рукава, оборочка, да, вот, пожалуйста, 46 сантиметров. Мы с вами вот так прорисовываем. И вниз, то есть ширина полосочки. Пусть это будет 7, 8, 10, 12 сантиметров. То есть, в принципе, не важно, насколько у вас хватит ткани. Вот полосочка для рукава. Конечно же, таких две детали. Левый рукав и правый рукав. И что касается вот этой вставки, мы тут уже измеряем вместе с нашей полосочкой. Здесь я 7 сантиметров добавляю, да, вот они 7 сантиметров. Я вот так измеряю. Дальше измеряю по боковому срезу и до вот этой точки. Ну, здесь примерно 51,5. То есть 51,5 сантиметр. 51, ну, можно 52 взять. Опять же мы рисуем полосочку ткани. Здесь какую ширину вы хотите? Я говорила, у меня это 6 было сантиметров. Ну, я прорисую сейчас чуть меньше.
Вот это у нас тоже две детали. Две детали, это у нас боковая часть. Это к рукаву. Я думаю, что с этим все понятно, да? То есть я рассказала подробно, рассказала, показала, объяснила. Я думаю, что прям вот уже и не должно возникнуть вопросов никаких. Но если у вас возникнут вопросы, пишите обязательно комментарии под этим видео. Подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка», и там общаться гораздо лучше. Я на сегодня с вами прощаюсь. Жду от вас обратной связи, жду от вас каких-то изделий, фотографий своих работ в телеграм-канале. На сегодня всем пока, до новых встреч!